Всем привет, друзья! Владимир Коваль на YouTube-канале «Главный дилетант страны». Вы знаете, сегодня снова возвращаемся к теме войны в Нагорном Карабахе. Мы с вами уже говорили, что вот то перемирие, подписанное 10 ноября, это не точка в войне, а только затишье. И вот, пожалуйста, события 10, 11, 12 декабря, которые очень многие расценили, да в общем-то и назвали как срыв перемирия. Были жесткие заявления со стороны, естественно, Армении, были жесткие заявления со стороны Кремля и всяческих там проплаченных кремлевских политологов. Ну и было заявление Азербайджана относительно начала контртеррористической операции. Мы, как всегда, выждали паузу. Почему? Потому что мы не гонимся за оперативностью, мы не являемся средством массовой информации в прямом смысле этого слова. Нас интересует прежде всего правда. Вот все эти дни я внимательно отслеживал все сообщения, как всегда, из альтернативных источников, из источников армянской стороны, азербайджанской стороны, естественно, российских, и теперь давайте вместе разбираться. Значит, все события произошли в Гадрутском районе. В районе населенных пунктов Хсбарт и Хим-Тахер по одной транскрипции, по другой транскрипции Хим-Тагер. Якобы заблудившиеся силы вооруженных сил Армении, либо непризнанного Нагорного Карабаха. Кстати, по этому поводу тоже первые дни была разная информация. Отказались сдаваться, и несмотря на то, что им был предоставлен азербайджанской стороной коридор для отступления, кстати, туда приезжали и так называемые, в кавычках, миротворцы из России, и, в общем-то, там остались, после чего произошел какой-то инцидент. Какой инцидент, до сих пор точно не ясно. Сначала сообщали о подрывах и артиллерийских обстрелах, позже было уточнение, что в общем-то речь идет только о перестрелке, но в результате азербайджанская сторона заявила о 4 погибших военнослужащих, о нескольких раненых, и был введен режим контртеррористической операции. Вы знаете, сам населенный пункт Гадрут, в общем-то, название района от него и произошло, это очень небольшое поселение, насчитывающее чуть больше 4000 человек. Можно только себе представить ту численность населения, которая проживает в Гцбарде и в Хим-Тахере. По одной информации, мирных жителей там нет вообще, по другим это в пределах 1-2 сотен человек. Ну, в общем-то, на самом деле инцидент, который произошел, очевидно, назвать срывом перемирия невозможно. Почему? Потому что даже сегодня, после прошествия нескольких дней после этого, я внимательно просматривал все официальные и неофициальные армянские источники, и там упоминание как бы об этом уже ушло. Если бы это было что-то серьезное, то, естественно, продолжалась бы педалироваться эта тема со всех сторон. Но, тем не менее, факт остается фактом. Как мы с вами и говорили, это только подписанные соглашения о перемирии, и ввод российских, в кавычках, опять же, миротворцев, это только 3 точки. Точка в конфликте поставлена быть не может. Кстати, сами эти населенные пункты, около или вокруг которых произошел этот инцидент, они, как бы если посмотреть на карту, это такие точки, как бы такой небольшой аппендикс в Гадрутском районе, который почти полностью контролируется Азербайджаном. Ну, как бы то ни было, Баку объявил о начале контртеррористической операции. И мы видим, что по этой реакции власти Баку и лично президент Алиев настроены очень жестко, настроены очень решительно. Очевидно, это правильно. Почему? Потому что если пустить такие вещи, как бы говоря, на, ну не то чтобы на самотек, а не жестко на них не реагировать, то
вся эта ситуация перемирия превратится просто в так называемую ползучую войну, когда будут захватываться одной или другой сторонами какие-то господствующие высоты, какие-то блокпосты и так дальше. Все это мы уже неоднократно видели в европейской истории 21 века. Поэтому в этом отношении позиция Баку как бы понятна. Ну а что же в Армении-то? В Армении все по-прежнему неспокойно, в том числе и с политической точки зрения. Ну вот, допустим, премьер Пашинян выступил с очень странным заявлением о том, что он уйдет с поста премьера, но только, цитирую, при наличии проверенных результатов волеизъявления народа. Что это такое, спросите меня вы. А пойдите спросите у экс-президента Беларуси Лукашенко, что такое проверенные результаты волеизъявления народа. Ну и кроме того всего прочего, еще сегодня так называемый президент Нагорного Карабаха Арутюнян отказался встречаться с представителями ОБСЕ из-за отсутствия там представителя российской стороны. Вы знаете, Армения и до последних событий была полным сателлитом Российской Федерации, но сейчас мы видим, что фактически не может и шагу ступить без Кремля. К большому сожалению, ситуация в Нагорном Карабахе остается сложной. Еще раз повторюсь, нам стоит ожидать обострения конфликта. Когда это произойдет, вопрос на сегодняшний день непонятен. Действительно, война в Нагорном Карабахе может быть заморожена, как и было до этого, на несколько лет. С другой стороны, все может взорваться в любую минуту. И поверьте мне, что присутствие там 15-й мотострелковой бригады из Российской Федерации в качестве миротворцев ситуацию абсолютно не изменит. Почему? Потому что всегда можно ударить в обход миротворцев. Но в любом случае мы будем за этим наблюдать. Подпишитесь, пожалуйста, на канал. Если вам понравилось, конечно, поставьте лайк. Не забывайте подписываться на мою страничку в Фейсбуке. Ссылка на нее будет в описании. Ну и что ж, скоро увидимся. Пока-пока, друзья.